Стояло жаркое лето. Я жил у бабушки с дедушкой в деревне, но какие есть занятия в деревне: на рыбалку сходить, по огороду помочь, да на велосипеде кататься. Любил я лето проводить там. Были у меня и друзья, точнее лучший друг Саник. Ох, сколько мы всяких шалостей с ним натворили. И по домам заброшенным лазили, и рябинные машины обстреливали. Вообще, очень озорные ребята мы были, времени зря не теряли. И вот в очередной день, утром, когда плана еще не было, нас позвала к себе Наташа, моя дальняя родственница. Она была чуть старше нас на пару лет. Очень смелая девчонка, бойкая, ничего не боялась, нам до нее было далеко в этом плане. И вот, предложила она поехать на старый заброшенный карьер, примерно в 5 километрах от деревни на велосипедах. А нам вообще-то строго-настрого было запрещено выходить за пределы деревни. Наша игровая зона заканчивалась ровно там, где заканчивалась деревня. Ну, мы-то что, мы всегда за такое движение. Наделать дел и не думать о последствиях — это был наш конек. Сели на велосипеды и поехали. Уже предвкушали, как там классно, как грибов много, так как далеко от деревни было непопулярное место у грибников. А муравейники там, наверное, высотой под 2 метра. Детская фантазия рисовала нам райское место, которое было неизведано, и нам предстояло его открыть, как Америку. Мы успешно доехали до поворота с грунтовой дороги на просеку, ведущую к карьеру. Спрятали наш велосипед в кустах, прикрыли травой и пошли уже пешком. Еще пара километров, и мы на месте. Уже начавший зарастать ивняком и соснами старый карьер, еще тут кто-то выкинул хлам и пару старых телевизоров. Ни один подросток того времени не сможет себе отказать в том, чтобы не разбить кинескоп. Этим мы и занялись. Саня поднимает камень, замахивается, мы затихаем в предвкушении. Наступает тишина, и тут мы вдруг слышим писк. Жалобный такой, щенячий. И мы ни минуты не думая помчались на помощь, как Чип и Дейл, в лес. Звук был оттуда, затихаем, слышим и снова бежим. Нашли, перед нами был щенок серый, весь в слюне и в капкане. В небольшом капкане, не знаю, на кого он был, явно не на крупное животное. «Ну, дружище, ты попал, теперь ты наш». Достали из капкана его лапу и давай заглаживать. А он без сил упал и лежит. Убегать он даже не планировал. «Точно, голодный он», — крикнул Саня. Взяли его под руку и побежали к велосипедам. Вот так находка, вот так поездка, мы о таком и мечтать не могли. Долго мы так добирались до деревни нашей, передавая по очереди щенка друг другу. Не так просто вести его было одной рукой. А перед самой деревней нам пришлось стать самыми настоящими партизанами. Опять спрятав велосипеды и решив, что он будет жить в одном из недостроенных домов, в который не приезжает никто, мы нашли влазить через подвал. Это будет идеальное для него убежище. И вот по чужим огородам, по канавам, через кусты крапивы, мы добрались незамеченными через всю деревню. План удался. Пролезли через подвал на первый этаж дома, положили щенка на пол и бегом побежали по домам за едой. Спустя час мы уже пытались кормить щенка и сыром, и котлетой, и печеньем, и, конечно же, нашей лаской. Кое-как, заставив его поесть, мы сделали из травы подобие мягкой настилки и положили спать. Он был без сил. Мы решили, что ему нужен отдых. А на лапе следов перелома не было, значит, все с ним хорошо, просто устал. Как же мы собой гордились, и какие грандиозные планы на него строили. Будем играть, охотиться с ним, вырастим охранника, будет защищать наше убежище, предупреждать о взрослых. Так нам еще не везло. На следующий день нас уже встретили рыком, но еда, которую мы принесли, изменила рык на игривое настроение. Щенок был сыт и полон сил, а какой у него был взгляд, полный решительности. Так прошла неделя.
Мы его кормили, чесали, игрались, и дальше бы все так и продолжалось, но наши детские языки решили рассказать еще нескольким детям о нашем сокровище, и мы привели в наше убежище еще 2 парней. А через день нас уже ждал ремень. Кто-то рассказал о нашей находке родителям, и нам досталось. Родители, отшучиваясь, что мы грабители самые настоящие, залезли в чужой дом и заставили нас показать, что за щенок. В каком шоке были родители, когда увидели нас, вытаскивающими щенка-волка из подвала. Щенка у нас отобрали и повезли его в лес. Как нам сказали потом, за 10 километров отвезли, а нас в наказание на домашний арест. Мы потом поняли, кто нас сдал всех, ведь все были дома, а один парнишка гулял по-прежнему. Прошло 2 дня, я сидел у окна и смотрел, как хорошо на улице. А я дома сижу. И вдруг, глазам своим не верю, под кустом сирени, что-то вынюхивая, наш маленький волк ходит. Он нашел меня, не бросил, пришел к дому. Я открыл окно и выпрыгнул к нему. Да как давай его обнимать. Счастье ты мое, серое. И побежал вместе с ним к Саньку, его вызволять из домашнего ареста. Добежав до его дома, я стал кидать в его окно камушками. Он открыл окно, и как сейчас помню его глаза и удивление. Он тоже по-тихому быстро сбежал из дома. Мы пошли в наш старый шалаш обсуждать возвращение Серого. Недолго мы там просидели, про побег наш быстро узнали, за уши и по домам нас снова определили. Но волка в этот раз решили не увозить в лес, так как поняли, что он к нам привязался. А отдали старому деду на окраине деревни и посадили на цепь, а позже и вольер построили. Мы сказали, что за ним ухаживать будем и держать у себя по очереди. Но взрослые не согласились. Ну, можно, хотя бы мы будем каждый день его навещать. Так и произошло. Все дети к нему ходили, подкармливали, всем он был рад. И по соседним деревням слух прошел, что волк у нас живет, что дети его спасли, и что деревню теперь он охраняет. Много лет с тех пор уже прошло, волк всю жизнь там и прожил. Сейчас дома там нет уже моего, но знаю я одно, что волка нашего скрещивали с лайками. И щенки нашего волка сейчас также радостно бегают по лесам и деревням. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!